Глава 3. Рядом, но не вместе. К вечеру дождь превратился из плотной стены в редкую морось, но серость никуда не делась. Гамбург умел быть одинаковым в любые осенне-зимние дни. Слегка мокрый, слегка усталый, слегка опоздавший сам к себе. Анна сидела за кухонным столом и резала овощи для салата. На плите тихо кипела картошка, в духовке запекалась рыба. Набор, который можно приготовить на автомате, когда голова занята не рецептом. На телефоне мигало сообщение от Томаса, пришедшее час назад. «Задержусь. Собрание затянулось. Не жди с ужином. Поешь сама». Она прочитала его сразу, но не ответила. Для системы оно так и осталось непрочитанным, хотя ее глаза увидели каждую букву. «Не жди» было не в первый раз. Каждое отдельное собрание выглядело логично, но от повторения даже логичные вещи начинали работать, как наждачная бумага. Анна налила себе бокал вина, поставила 2 прибора по привычке и сама отметила, что делает это уже не с уверенностью, а как будто на всякий случай. К 9 рыба остыла, салат подвял, квартира пропиталась запахом готового, но так и не съеденного ужина. В 9 дверь наконец открылась. Томас вошел, тяжело выдохнув, как человек, который всю дорогу держал себя собранным и отпустил только у домашнего порога. «Прости», — сказал он с порога, скидывая мокрые ботинки. «Они решили все обсудить еще раз по кругу». «Угу», — ответила Анна. Он повесил пальто, прошел на кухню, бросил взгляд на стол. «Ты ела?» «Немного. Тебе разогреть?» «С удовольствием», — сказал он. «Я сегодня даже на кофе нормально не успел». Он сел, потер лицо ладонями. Анна поставила тарелку в микроволновку. Включила. Шум прибора заполнил паузу. «Как прошел день?» — спросил он. «Как всегда», — сказала она. «Сначала смелее, потом письмо. Давайте все-таки поспокойнее». Он усмехнулся. «Люди любят спокойнее. Особенно, когда все остальное напоминает качку». «Серьезно?» — спросила она, не оборачиваясь. «В каком смысле?» «В прямом. Тебе от такого спокойнее?» Микроволновка пискнула. Она достала тарелку, поставила перед ним. «В офисе нет», — честно ответил он. «Там каждый день как маленькая паника, просто ее называют по-другому». «А дома?» «Дома хотя бы все понятно», — сказал он. «Есть ты, я, ужин, кровать. Без совещаний». Он улыбнулся устало, но мягко. Для 35-летнего мужчины, который весь день собирает себя по частям, эта мягкость дома была способом дышать. Сейчас ее как будто стало слишком много. «Понятно, это когда все предсказуемо?» — уточнила Анна. «Понятно, это когда нет сюрпризов», — кивнул он. «После дня полного сюрпризов хочется хотя бы вечером без них». Она сделала глоток вина. «А тебе не кажется, что мы уже очень давно живем так, чтобы главное было именно без сюрпризов?» — спросила она. Он пожал плечами. «Не знаю, наверное, да. А что лучше, чтобы еще и дома все скакало?» «Не обязательно скакало», — сказала она, «но хотя бы иногда было неясно заранее, чем все закончится». Он усмехнулся, но в этот раз без настоящего тепла. «Звучит как реклама катастрофы», — заметил он. «Не знаете, чем все закончится, покупайте...» «Томас», — перебила она тихо, — «я серьезно». Он отложил вилку, посмотрел на нее прямо. «Я тоже», — сказал он после паузы. «И да, я понимаю, что у нас одно и то же. И да, слышу, что ты говоришь». Он вздохнул, оперся локтями о стол. «Я просто не знаю, что с этим делать». Фраза прозвучала просто, без драматической паузы. От этого она резанула сильней. «Не знаешь или не хочешь думать?» — спросила она. «Не знаю», — повторил он. «Я привык к схемам. Здесь схем нет». Он развел руками. «Я сам как будто уже не вытягиваю», — сказал он. «Это не про то, что ты мне не важна. Это про то, что...»
«Вам, мне кажется, на это ничего нет». Анна молчала. Ответ был честным, и в этом-то и был ужас. Не было за что зацепиться. Никакого «давай попробуем», никакого «давай хотя бы что-то», только честное «не знаю». В голове сформулировалось простое: если у одного нет идей, а у второго сил, вдвоем они сами собой тоже не сложатся. «Ладно», — сказала она, — «ешь, пока опять не остыло». Они доели молча. Томас убрал тарелки, включил воду, стал мыть посуду. Аккуратно, без бряцанья, все так же правильно. «Я выйду немного прогуляться», — сказала она, когда он вытирал руки. «Сейчас? В такую мокрую красоту?» «Немного. Голова гудит». «Возьми зонт», — автоматически сказал он, — «и шарф». На улице дождь почти закончился. Остались только редкие капли, падающие с крыш, и блеск асфальта под фонарями. Воздух был сырой, прохладный. Холод впивался в щеки, но это было почти приятно, как напоминание, что у нее есть тело, а не только мысли. Она прошлась вокруг квартала. В одном из окон первого этажа без штор горел яркий свет. За стеклом мужчина и женщина. Они явно спорили. Руками, интонацией, тем, как близко стояли. Женщина махнула рукой, мужчина что-то резко ответил. Потом оба почти одновременно улыбнулись. Он притянул ее к себе. Она оттолкнула его руку, но осталась рядом. Анна смотрела на это несколько секунд. Там не было ни идеальной картинки, ни счастливой семьи. Но между ними что-то происходило. Было движение. Она отвернулась и пошла дальше. Дождь снова усилился. Капли попадали на лицо. Она не раскрыла зонт полностью, позволив себе немного промокнуть. Холодная вода на коже была ощутимее, чем все, что происходило за столом час назад. В голове всплыл итальянский вечер. Усталость в ногах, жаркий воздух, пятна соуса на его рубашке и их собственный громкий смех. Тогда было неуютно и смешно, но точно не пусто. Сейчас все устроено удобнее, чем в те студенческие годы, но внутри оставалась только усталость. «Мы живем так, будто главное — ничего не раскачать», — подумала она. «Но если все время только держаться, можно просто застыть». Она вернулась домой через 20 минут. Томас сидел в гостиной, ноутбук на коленях, на экране новости. В углу мелькнул сюжет. Мужчина на фоне моря рассказывал о путешествии, которое все изменило. Анна не стала вслушиваться, потянулась к пульту и убрала звук. «Можно чуть тишины?» — спросила она. «Конечно», — сказал он, закрывая ноутбук. «Я и сам сегодня от чужих побед устал». Они посидели молча. Он с закрытым ноутбуком, она с пледом, который так и не накинула, просто держала в руках. Тишина теперь была не просто вечерней, а настороженной. «Разговоры не двигают нас никуда», — отметила она. Он честно сказал, что не знает. Я честно сказала, что так не могу. И все осталось на месте. Где-то на краю сознания всплыла мысль: если изнутри ничего не двигается, значит, нужен толчок снаружи. Она тут же попыталась ее оттолкнуть. Звучало слишком похоже на подкаст. «Поменяйте обстановку, сделайте смелый шаг». Но мысль возвращалась не в виде лозунга, а как образ, ситуация, из которой нельзя выйти привычно, разойтись по комнатам, уйти в работу, выключить разговор фразой «я устал». Паром из ночного поиска всплыл сам собой. Не как открытка, а как конструкция. 2 дня в море, 1 каюта, 1 корабль. Никаких съемок, никаких совещаний, некуда уйти, кроме палубы. Это не отпуск, поймала она себя на формулировке. Это проверка. Если мы не выдержим 2 дня вместе, не прячась за дела, значит... Она не договорила даже мысленно. Продолжение было слишком прямым. «О чем ты думаешь?» — спросил Томас, глядя на нее. «О том, что у нас все слишком предсказуемо», — сказала она.
и что от наших разговоров это никак не меняется. Он кивнул. «Я знаю», — тихо ответил он. «Просто у меня сейчас правда нет сил придумывать, как по-другому». Она кивнула в ответ. Говорить что-то еще уже не хотелось. «Давай не сегодня», — добавила она. «Мне холодно». «Хорошо. Не сегодня», — согласился он. Они разошлись спать раньше обычного. В спальне было темно и тихо. Томас уснул почти сразу, повернувшись к ней спиной. Анна долго смотрела в потолок, пока свет от фонаря не превратился в мутное пятно. Сон пришел рывком. Ей снилось, что они с Томасом в лифте. Небольшая кабина, зеркальные стены, кнопки этажей. Лифт застрял между этажами, и лампочка мигает. Она жмет на кнопку вызова, он тянется к дверям. Ничего, связи нет. Они стоят рядом, и самое странное то, что оба молчат. Каждый смотрит в свою стенку, как будто это и есть весь мир. Она проснулась с ощущением, что воздух в комнате стал гуще. Томас тихо дышал рядом. На подоконнике светился экран телефона, уведомления. Она взяла его, разблокировала. В истории браузера первой строкой торчала паром Афины Крит. Она не открыла страницу, просто посмотрела на эти слова, потом перевернула телефон экраном вниз. В темноте, закрывая глаза, она все равно видела не буквы, а белый корпус на фоне воды и маленькую каюту, из которой не выйти по делам. «Нам не нужен еще один серьезный разговор», — подумала она уже на границе сна. «Нам нужна ситуация, где будет некуда разойтись. Страшно. Но еще страшнее, если все останется так, как сейчас». Ответа не было, решения тоже. Была только новая мысль, которая уже не хотела становиться фоном.